Добро пожаловать на наш канал, и сегодня поговорим про австрийского художника, которого называли венским порнографом, его откровенных картинах и многочисленных связях – Эгон Шилле. Родился в 1890 году австрийский художник-экспрессионист, писавший очень своеобразные и откровенные картины, где преимущество отдавал обнаженной натуре. Однако главными там были не чувственность и красота, а тема одиночества и страдания. Словно бы любовь для Шилле ассоциировалась исключительно с этими понятиями. Из-за особенностей творчества его называли венским порнографом. А если бы он посещал психиатра, то тот наверняка бы сумел поставить парочку непростых диагнозов. Не в ладах Шилле было с законом, на него возбудили уголовное дело. Он прожил слишком мало, всего 28 лет. Однако сумел при жизни стать по-настоящему знаменитым художником. Благо были все предпосылки к этому, исходя из уровня его неординарного таланта. Правда, по мнению искусствоведов, он слишком уж зациклился в своем творчестве на негативных проявлениях любви и откровенной чувственности, словно бы юнец, которому никак не дают сосредоточиться разбушевавшиеся гормоны. Уже в детстве сразу решил для себя, что будет только художником. Первым и главным источником его вдохновения была железная дорога в крошечном городке, где он родился. Вся жизнь в основном кипела вокруг поездов и рельс, потому и отец Эгона работал на железнодорожной станции. Шилле с детства мало чем интересовался помимо рисования. Учился из рук вон плохо, учителя устали писать его родителям гневные записки, отец воспитывал сына наиболее популярным тогда способом – регулярными порками, но толку было мало. Не повезло Эгону и с друзьями, их у него просто не было. Он имел репутацию странного парня, и на то были все основания. Постепенно отец Эгона стал сходить с ума из-за прогрессирующего сифилиса. Пришлось ему оставить доходную должность начальника железнодорожной станции. Однако, несмотря на все, Эгон своего отца искренне любил, иногда даже чересчур. Например, после его смерти всерьез обиделся на мать, что она слишком мало носила траур. А уже в зрелом возрасте возвращался в родное место, ездил по железным дорогам, словно бы пытаясь найти успокоение своей мятежной и нервной натуре. Талант Эгона Шилле был замечен сразу. Его приняли без экзаменов в Академию изобразительного искусства, а спустя пару лет учебы сам Густав Климт увидел рисунки Шилле, заявил: «Слишком много таланта, наверняка будет несчастлив». Талант для Шилле стал главным оправданием. Мораль, нравственность – все по боку. Он художник, и ему дозволено больше, чем другим. Потому не давал прохода натурщицам, вступал с ними в многочисленные связи. В оправдании говорил, что хочет узнать натурщиц как можно лучше, чтобы почувствовать их душу. Однако держать столь любвеобильного юношу в академии не стали. Лишний скандал был никому не нужен. Потому спустя 3 года Шилле отчислили. Нужно было как-то зарабатывать на жизнь, и Шилле пошел по наиболее легкому и очевидному для него пути. Стал рисовать откровенные картинки, потому впоследствии получил свое прозвище. Дело было очень выгодным, спрос на подобные непристойности был высок, и люди платили за них хорошие деньги. Вскоре Шилле смог организовать свою студию, где писал картины для выставки, организованной Густавом Климтом. Для 19-летнего озабоченного паренька само участие в ней было огромным достижением. Шутка ли выставлять свои картины рядом с работами Винсента Ван Гога и Эдварда Мунка? Подобный старт способствовал популярности Шилле. О нем заговорили, его картинами восхищались, а в 1918 году, когда умер Густав Климт, Шилле получил статус главного австрийского художника. У Климта и Шилле вообще было много общего, в том числе и отношение к женщинам. Они оба были ненасытные, причем возраст, внешняя привлекательность, социальный статус, какие-либо чувства большого значения не имели. Говорят, что в студии и в квартире Шилле постоянно жило несколько юных девиц, которые убегали к нему от родителей. Там они поддерживали порядок, а заодно позировали для художника и разделяли с ним постель. Но лишь 2 у него сложились серьезные отношения. Валле Нойцель было всего 17 лет, когда она стала моделью и любовницей Шилле. Они путешествовали по провинциям городка, где на них всегда глядели косо, почему не женаты, а живут вместе. Однажды даже арестовали Шилле за связь с несовершеннолетней, но, продержав в камере 3 дня, отпустили. Женился Шилле на другой женщине, Эдит Хармс, а Валле предложил жить вместе с ними. Та подобного предложения не оценила, с горя устроилась медсестрой,
в Красном Кресте и через несколько лет от непосильной работы и эмоционального напряжения умерла. Но брак Шилли и Эдит не был счастливым. Шилли пошел в армию вскоре после свадьбы. А когда он вернулся, выяснилось, что Эдит заразилась испанкой, будучи на 6-м месяце беременности. Она умерла через несколько месяцев, и Шилли смог ее пережить только на 3 дня. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.